Всем привет! Вы на канале Куратив CG Компьютерная графика. В этом видео вы узнаете, как создавать собственные смарт-материалы в программе Substance Painter и использовать их на разных моделях. Начнем! Открою Substance Painter и создам проект. Выберу модель, разрешение, подготовлю сцену, зайду в настройки и добавлю анти-альязинг и тени. Удалю ненужный слой. Перейду в настройки текстур и запеку карты. Выберу их разрешение. Поставлю здесь галку, чтобы модель Normal запекалась сама на себя. Нажму на запечь. Перейду в слои. Создам Fill Layer, это будет основной цвет. Сделаю таким цветом. Создам еще один Fill Layer. Выберу для него цвет. Добавлю к нему черную маску. В черной маске создам генератор и выберу 3D линия градиента. Перейду в режим маски, чтобы видеть, где создается маска. Уменьшу интенсивность и сделаю ее инвертирование. Создам новый Fill Layer. Выберу цвет. Добавлю маску. Перейду в режим маски. Также к нему добавлю генератор. Сделаем его меньше, чем предыдущий градиент. Также его инвертирую. Новый Fill Layer, цвет, маска. Перейду в режим маски. Создам генератор и выберу Light. Немного поверну. Также создам новый Fill Layer, поменяю цвет. Создам маску. Генератор. И в генератор добавлю Mask Editor. Подберу настройки. Создам еще один слой. К нему создам маску генератор.
Mask Editor. Он будет как эффект свечения. Создам новый fill layer, и это будут протертости. Их сделаю с помощью генератора Metal Edge. И последний слой — это будут трещины и царапины. Создам к нему генератор Mask Editor. Включу видимость текстур. Добавлю текстуры Grandes. Вот такой вот материал получился. Все материалы добавлю в папку. Переименую. Нажму на правую кнопку мыши и создать смарт-материал. Теперь он появился во вкладке смарт-материалы. Его можно использовать на других моделях.
Например, создам проект и выберу модель. И запеку все карты. Настроить сцену. Теперь перехожу в смарт-материалы и перекидываю созданную ранее смарт-материал. И вот что получилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо и пока.